Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую я в этом видео тех, кто родился под знаком весов, так как этот расклад будет именно для них. Мы посмотрим, каким же будет месяц февраль для тех, кто родился весами, для тех, кто рожден под знаком весы. У нас будет один общий вариант. Выбирать ничего не нужно, поэтому устраивайтесь поудобнее. И сейчас мы разберем самые важные сферы, которые будут занимать ваше внимание в феврале. Это общая атмосфера, это сфера работы, финансов, личные взаимоотношения, ну и, собственно, совет и предостережения. Итак, уважаемые весы, и те, кому весы не безразличны, возможно, кто-то смотрит для близкого человека. Давайте посмотрим, какая же будет общая атмосфера для весов. Общая атмосфера февраля для весов. Карта Компас. Прекрасная карта, которая говорит о том, что будете двигаться в нужном направлении. Все стабильно, хорошо. Удастся разглядеть поближе какие-то важные, значимые детали. Возможно, долгое время находились как в прострации. Карта Лабиринт — это непонимание, куда идти, это возможность двигаться в разных направлениях, но то состояние, когда вы не до конца понимаете, какая же именно дорога ваша. Так вот, в феврале вы, имея стабильную позицию, сумеете рассмотреть более детально те ходы, которые вы сможете сделать, да, то есть вот сюда пойду, туда пойду или еще куда-нибудь. Давайте я рассмотрю все варианты наперед и выберу для себя наиболее предпочтительный. При этом, при детальном рассмотрении вы сумеете, как знаете, вот как по компасу, увидеть какой-то знак, либо получить важную информацию, которая вас направит в наиболее благоприятном для вас направлении, вот именно по наиболее благоприятной для вас дороге. Давайте посмотрим, что в работе будет у весов. Работа в феврале у весов. Шестерка жезлов. Прекрасная карта. Посмотрите, победа. Вы двигаетесь к цели, двигаетесь не просто самостоятельно, двигаетесь вот как будто бы в команде, вы лидер. Есть люди, которые вас поддерживают, есть люди, которые вам помогают, и вы здесь победитель. Вы ведете за собой людей, которые вам доверяют. Будут пробуксовки, будут моменты, ну, собственно, это у нас в сигнификаторах есть. Будут моменты, когда вы задумаетесь, а как лучше быть. Будут моменты, когда нужно будет проявить кому-то милосердие. Причем, вы знаете, вы, двигаясь к победе, вы такой лидер, очень понимающий, очень эмоциональный в плане того, что умеете проявить сострадание и сочувствие. Тем не менее, вас ждет выход на новый виток, в новую страницу, в новую главу. Возможно, это новое место работы, либо же новый проект. Но тем самым здесь, знаете, без потерь как будто бы не обойтись. Делая хорошо себе, вы невольно как будто бы задеваете интересы окружающих. Но это не потому, что вы плохой, а здесь, знаете, нельзя приготовить омлет, не разбив яиц. И вот здесь условно в соответствии с этой ситуацией, да, вы проявляете сочувствие к тем людям, интересы которых здесь страдают. Тем не менее, становясь перед этим выбором, вы умеете найти правильный путь, вы умеете найти правильную дорогу и, собственно, выйти на этот новый уровень. Но опять же, вы не рубите с плеча. Где-то могут быть действительно пробуксовки, застои за счет того, что вы не хотите поступать наглым образом. Вы хотите учитывать интересы всех участников данного процесса. Идти по головам – это не ваш метод. Во многом ваша мягкосердечность
выходит вам где-то боком, потому что если идти по головам, то вы дойдете быстро. Но за счет того, что вы проявляете милосердие и сочувствие абсолютно ко всем, кто вас окружает, кто задействован в процессе движения вперед, вот именно в работе, в карьере, вам приходится как-то, вот знаете, лавировать и искать пути обхода. Тем не менее, вы двигаетесь в нужном направлении, вы знаете, как идти к той цели, которую вы себе поставили. Теперь давайте посмотрим, что же с финансами в феврале у весов. Что с финансами? А с финансами все хорошо. Кто-то поедет в отпуск, кто-то пойдет отдыхать. Все проекты, которые вы себе наметили, приносят вам доход. Во-первых, вы не боитесь тратить деньги на себя. Массажи, уходы, вкусная полезная еда, косметика, которая вам нравится. Это то, что действительно вам доставляет удовольствие, и вы на это тратите. Плюс те проекты, в которые вы вкладываетесь, они как будто бы, знаете, вот приносят вам возможность в дальнейшем получать дивиденды, в дальнейшем получать какую-то прибыль с того, что вы делаете сейчас. У многих здесь поездки отыграются, у кого-то приобретение машины, любого транспортного средства, траты на поездки, на транспорт, на движение вперед. Но даже любая трата, которую вы осуществляете в феврале, приносит вам прибыль. Вы инвестируете в себя, вы инвестируете в работу, вы инвестируете в те направления, которые вам важны и дороги. По финансам все хорошо, постоянные поступления плюс возможности как-то, вот знаете, инвестировать в будущее, получать в дальнейшем более такой стабильный и более крупный доход. Это все про вас в феврале. Давайте посмотрим, что с любовью у весов в феврале. Любовь у весов в феврале. Так, любовь. Вы знаете, в первую очередь нужно отметить, что новых людей в вашей жизни я не вижу. Новых знакомств здесь не будет. Во всяком случае, не будет таких знакомств, с которыми можно было бы выстраивать отношения, да, тех людей, познакомившись с которыми можно было бы устроить свою личную жизнь. Все, что будет происходить, это с теми людьми, которые уже в вашей жизни есть. Причем, вы знаете, нужно сказать, что двигаетесь, опять же, в нужном направлении. Изначально все хорошо. Девятка кубков – это умение наслаждаться тем, что есть, получение удовольствия. В большинстве случаев она символизирует, знаете, такой формат отношений, когда никто никому ничего не должен. Если же вы семейный человек, если у вас семья, то здесь девятка кубков символизирует такой формат, когда всех все устраивает. Мне хорошо, тебе хорошо, мы наслаждаемся друг другом, мы не нарушаем личные границы друг друга, мы живем и получаем удовольствие. Хотим сходить в кафе – сходили, хотим в кино – сходили, на лыжах покататься – покатались и так далее. В большинстве случаев девятка кубков символизирует такие вот легкие отношения, которые, опять же, приносят удовольствие и ни к чему не обязывают. Но, тем не менее, посмотрите, карта колесо фортуны – это карта перемен. Причем здесь таким образом складываются события, что просто обстоятельства сложившиеся, они как будто подталкивают вас к тому, чтобы туз жезлов, развитие, движение вперед. Поэтому те, у кого нет стабильных отношений, да, у кого такая вот романтика, легкость, здесь происходит движение в таком более серьезном направлении. Благодаря тем событиям, которые, вот знаете, внедряются, просто врываются в вашу жизнь извне, да, это вот именно судьбоносные кармические какие-то ситуации, сама госпожа Фортуна вмешивается, колесо Фортуны, судьба, она дает вам понять, что вы действительно нужны друг другу. Шестерка пентаклей – это карта продуктивного взаимодействия, осознание того, что ты нужен мне, я нужна тебе. И на этой почве идет дальнейшее развитие ваших отношений вот именно вперед, какие-то планы на будущее и так далее. Для тех, кто находится в стабильных отношениях, опять же,
обстоятельства складываются таким образом, которые позволяют вам понять, что вы действительно надежная, крепкая пара, вы действительно такой стоящий союз. И благодаря этому пониманию идет выстраивание каких-то новых целей, которые более крепко вас воедино связывают и заставляют двигаться вперед. Ну, заставляют весьма условно, здесь с удовольствием двигаетесь, да, здесь все эти заставления, они по доброй воле происходят. Поэтому с любовью, со сферой любви у весов тоже все замечательно. Далее, что у нас? Совет. Давайте посмотрим, к чему стремиться вам в феврале, уважаемые весы. К чему стремиться весам в феврале? Король мечей. Во-первых, здесь нужно позволить мужчине принимать решения, полагаться на то, что говорит мужчина. Плюс, смотрите, если стоит вопрос о том, что ехать, не ехать, двигаться, не двигаться вперед, однозначно ехать, однозначно двигаться. И вы знаете, те страхи, которые есть у вас в голове, те переживания, пусть они вас предостерегают, но ни в коем случае не останавливают от совершения каких-то дел и поступков. Потому что здесь нужно уметь отделить зерна от плевел. Нужно суметь объективно посмотреть на ситуацию. Посмотрите, сплошные мечи. Это умение мыслить логически, умение идти под эгидой разума, а не чувств, а не какой-то там, знаете, прагматичности. Хотя разум и прагматика, они очень тесно связаны, да, это вот похожие сферы в плане того, что мы не поддаемся эмоциям, мы никуда не спешим, мы умеем четко разложить все по полочкам. И именно такого подхода, именно такой позиции стоит придерживаться. А чего стоит остерегаться весам в феврале? Интересно. Не старайтесь осуществить желаемое в одиночку. И ни в коем случае не тормозите перед трудностями. Полагайтесь на мужчину. Вот он, мечевый король. У многих это спутник, партнер. У кого-то это мужчина, наделенный властью. У кого-то медик, военный, юрист, начальник, руководитель. Благодаря этому мужчине вы сможете решить многие свои проблемы. Старайтесь не останавливаться перед ситуациями, которые могут вас завести, ну, так скажем, в небольшой тупик, которые заставят вас топтаться на месте. И не старайтесь решить те вопросы, те проблемы, которые возникают в вашем сознании, в вашей голове в одиночку. Не сковывайте себя, не сковывайте свои движения. Придите за помощью к тем людям, которые готовы вас поддержать, которые готовы вам помочь. Потому что действительно здесь помощь и поддержку вы получите. Умейте посмотреть на ситуацию с другой стороны, умейте посмотреть на все происходящее под другим углом, с другого ракурса, потому что на самом деле, как я уже сказала, есть люди, которые готовы вас поддерживать, которые готовы вам помогать. Сложности будут, трудности будут у весов, но, несомненно, вы их преодолеете. Причем, смотрите, возвращаемся к нашим сигнификаторам. Блуждая в лабиринте, нужно посмотреть более детально, пристально на то, что происходит, и вы увидите нужное направление. Умейте это сделать. Не тормозите, не становитесь на месте. Да, то, что вам дорого, нужно уметь беречь, потому что четверка пентаклей — это как раз-таки умение сохранить то, что вам дорого, то, что для вас значимо. Тем не менее, все, что связано с движением вперед, безусловно, для вас. Карта Компас указывает как раз-таки движение в нужном направлении, которое вы себе наметили. Движение к тем целям, которые вы видите для себя на ближайшее время. Вот такой был прогноз у нас для весов. Благодарю всех, кто был со мной. Благодарю всех за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.